Ну что, криптовалютчики, всем привет! Пока Павел Дуров шляется по французским тюрьмам, мы с вами сегодня рассмотрим ситуацию на Тоне, на Ноткоине, на Докс, стоит ли их покупать, что вообще будет дальше происходить с Павлом Дуровым и многое другое. Поэтому авансом влепите лайк, реально спуститесь вниз, поставьте лайк, он бесплатный, а мы с вами начинаем. Ну что, это у нас график Тона, вот так он сейчас выглядит, и вообще что вот происходит? Во-первых, у нас был тут лой, мы до него не дошли чуть-чуть, но мы тремся вот в принципе возле этих лоев. И ситуация на Тоне, я бы не сказал, что выглядит прям очень печально, довольно-таки неплохо. Вот он вышел наверх, проторговался, и сейчас вот торгуется достаточно в таком неплохом диапазоне в районе 5,5 долларов. И чтобы нам дальше выйти, нам нужно вообще желательно закрепиться выше вот этого уровня сопротивления. Это у нас 6,7, короче, вот 6,9 баксов. Нужно, короче, выходить сюда, тогда можно дальше смотреть на рост до там 15 и дальше. Пока что у нас как бы ситуация выглядит не очень печально, мы находимся возле локального дна, вот тут еще зона сопротивления есть небольшая, то есть нам нужно, короче, желательно выходить за 6 долларов, и тогда уже можно что-то смотреть, а если мы вообще выйдем за 6,9, вот 7 долларов, тогда уже будет ситуация достаточно лонговая. Сейчас, я бы сказал, даже такая неопределенность, и несмотря на это, Пантера, фонд Пантера, вот где-то здесь покупал. Фонд Пантера заходил в Тон. Сейчас вам покажу новость. Вот, фонд Пантера купили Тон со скидкой 40%. Вот, примерно вот здесь вот они купили, я вам на графике этот момент показал. То есть они на этом моменте купили со скидкой 40% Тонны. Пантера Capital, это тир-1 фонд, крупнейший. И я не думаю, что они там будут сейчас сливать свои токены. И в принципе Тон может вполне развиваться без Павла Дурова, потому что до этого Тон как-то развивался без Павла Дурова, правда он тут вот катался по дну, но это не важно. То есть Павел Дуров только совсем недавно интегрировал Тон в Telegram, грубо говоря, начал его поддерживать, поэтому Тон и без Павла Дурова жил. Я думаю, дальше, даже если Павла Дурова закроют, то Тон будет существовать и жить. Вопрос уже как, это совсем другой вопрос. Тавтология такая получается. Но в принципе я тут по Тону буллиш. У меня в Тонкоине достаточно крупная позиция относительно моего портфеля. Это целых 500 долларов, почти 100 тоннов у меня есть. И я его не продавал на этом проливе и не докупал. Потому что у меня и так были покупки по 5,5 долларов, типа по 5,6, как бы мне нет смысла покупать. Поэтому я просто сижу и жду дальнейшего развития событий. С Тоном мы разобрались. Что там, давайте по Павлу Дурову и пойдем дальше по ноткоину, по доксу, что я думаю. Это лишь мои мысли, опять же, ребята, принимайте свои собственные решения, я просто делюсь с вами своим мнением. Если что, в своем телеграм-канале я освещаю все ситуации, которые сейчас происходят в экосистеме Тон, что происходит с Павлом Дуровым. Вчера его выпустили под залог 5 миллионов евро, тоже вот видосики есть, можете зайти посмотреть. И вот он тут такой довольный, счастливый, там с кем-то братается. Павел, как настроение? Павел, как настроение? Садится и уезжает на свою виллу во Франции. То есть пока что его отпустили под залог. Опять же, ему предъявляют там обвинения. Тоже вот список обвинений можете найти у меня тоже в телеграм-канале. Ссылочка на мой телеграм в описании. И будет происходить суд. Пока что, да, он под залогом, он может перемещаться по Франции свободно, но за территорию Франции не может выезжать. Плюс ему нужно 2 раза в неделю отмечаться в полиции, то, что он находится во Франции, то, что с ним все хорошо. И также недавно у нас еще сеть Тон падала, то есть вот тут она упала. Потом, опять же, тоже тут недавно падала ночью сегодня. Тоже там с Тоном довольно-таки сейчас не очень происходит ситуация, потому что листинг Докс просто положил Тон. Кстати, Ноткоин тоже раздают доксов. И Bloom раздавали доксов. Короче, все публикую в своем телеграм-канале, всякие интересные новости, поэтому обязательно подписывайтесь. Павел Дуров у нас вышел под залог. Когда эта ситуация разрешится, пока что непонятно. Но мы будем следить за дальнейшими событиями. Желаю Павлу Дурову только все самое наилучшее, чтобы его отпустили, чтобы он как-то, не знаю, порешал и разобрался с этой ситуацией. А мы, короче, переходим дальше к Ноткоину. Ситуация выглядит максимально шортово, то есть у нас каждый максимум, вот начиная отсюда, каждый максимум становится все меньше и меньше понижаться, то есть мы сейчас находимся в нисходящем локальном тренде. Мы почти уже дошли до зоны листинга, после листинга был слив, потом откуп и полет, и мы практически, вот осталось, давайте сколько посмотрим, от текущей цены осталось упасть нам на, буквально там 47%. Это у нас до листинга цены, до цены слива после листинга. То есть падать осталось совсем таки и немного. И ситуация выглядит максимально шортово, мы провалились под уровень. Вот под эти тут лои у нас были, мы под них провалились, сейчас торгуемся под этим уровнем. И вообще желательно выходить хотя бы сюда, а еще лучше выходить за 0.12, 0.13 центов вот сюда вот. Вот, нам нужно выходить вот за этот уровень и желательно тут где-нибудь закрепляться по цене 0,013 и уже можно будет идти дальше. А чтобы вообще был лонг, прям
конкретный лонг, то нужно за уровень 0,018 выходить вот за эти хаи, получается, выходить, закрепляться там, то есть как-то, не знаю, ситуация должна быть вот так, то есть мы закрепились, тут проторговались, потом вышли сюда, за этой зоной сопротивления закрепились, потом вышли сюда, тут закрепились и можно идти дальше. Вот примерно как-то так должен выглядеть график, чтобы мы могли дальше говорить о росте ноткоина. Сейчас ситуация максимально шортовая. Опять же, у меня достаточно большая позиция в нот. Это все токены, которые я натапал. То есть вот почти на 800 баксов у меня токенов. Я тоже ничего не продавал. С момента листинга вообще ничего не продавал. Сижу, жду. Потому что мои цели выше. У меня есть отдельное видео по целям по ноткоину. Оно все еще актуально, хоть оно вышло несколько месяцев назад. И вот я жду свои цели по ноткоину. Но ситуация сейчас выглядит плачевной, тоже будет все, наверное, зависеть от того, как разовьется ситуация с Дуровым. Но опять же, все эти новости, они делаются для того, чтобы запугать толпу, для того, чтобы манипулировать толпой, управлять толпой, запугивать ее. Вот, поэтому на новости особо как бы не обращаю внимания. Да, это может быть локально плохо, там Павла Дурова посадит, там еще какая-нибудь свечка вниз. Но как бы, какое отношение Павел Дуров имеет к проекту Ноткоина? Ноткоин это вообще отдельная команда, это команда Open Builders, они делают свой продукт, и как бы Паша там особо ни при чем, это Просто люди начинают нагонять себе плохого фада, фад. Это, получается, плохие новости нагонять специально, чтобы, не знаю, выбить слабых рук и потом без них полететь дальше. Вот тут довольно-таки сильный маркетмейкер, куча холдеров. В Тоне то же самое, это, самый, наверное, популярный русскоязычный проект, поэтому я не думаю, что они умрут, даже если Павла Дурова посадят. Также вам хочу напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется криптобаза. Тут вот у меня целый список, что там находится. Это обучение трейдингу с нуля, то есть вы с нуля можете обучиться трейдингу и начать торговать в плюс. Обучение DEX торговли на DEX биржах мемкоинами, одним из самых первых залетать в мемкоины. Также у меня есть сливы с других платных сообществ, которые блогеры подают за $1000. Обучение инвестированию плюс обзоры проектов, то есть на каждый проект полностью обзор досконально, какие у меня цели, что я жду, что происходит с проектом, и большой гайд по криптовалюте, где вы сможете вообще, если вы в крипте 0, то обучиться криптовалюте, понять, как она работает. Короче, много всего интересного. И сейчас вот у меня, допустим, есть кэшбэк, то есть если вы приводите своего друга, то вы получаете $10, и тем самым, если вы приведете 4 друзей, то вы сразу окупите вход в закрытое сообщество. Цена вообще самая низкая на рынке, $40 за такое вот, за вот это вот все, это очень низко, поверьте мне, и люди, кто находится в моем закрытом сообществе, они реально понимают, что они заплатили эти деньги не зря, и некоторые уже даже свои деньги отбили путем разных сигналов, которые я давал по токенам, поэтому заходите в криптобазу, ссылочка, как попасть, будет в описании, можете ознакомиться, что там находится, со всеми условиями вступления и написать мне, и мы с вами договоримся о вступлении в мое закрытое сообщество. Давайте перейдем к доксу, тут как бы особой информации нету, я свои токены тоже, опять же, не сливал все, что я накопил, то я эти все токены оставил, об этом писал в своем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать. Как бы информации на графике особо нету, да, мы тут вышли, потом тут у нас ребятки, я видел, многие сливали, я не сливал и тоже говорил типа hold, free Павел, hold, и вот дохолдились, цена достаточно так неплохо выросла, вот тут пик был 0,0016, но мои цели выше. И капа сейчас у проекта, давайте посмотрим. Проект сейчас находится на 79 месте среди всех криптовалют. Довольно-таки неплохой показатель, капитализация 700 миллионов. Как минимум по капе, я не знаю, там в раза 3 больше можно там какую-то часть фиксировать. Но сейчас на текущей капитализации, на цене листинга, грубо говоря, но я не вижу смысла фиксироваться, поэтому я буду холдить. Объемы такие довольно-таки хорошие. Посмотрите, $1,5 миллиарда объемы. Топ-8 среди токенов по объемам. Вот, поэтому людям интересно. Киты покупают, холдят, и я тоже буду холдить и буду разгружаться, когда будут цены, ну, как минимум в раза 3 выше, чем текущая цена 0,0014 центов. Поэтому мои цели по доксу такие, я достаточно буллиш, вот даже тут прожму буллиш, и я жду отметки выше, да, опять же. Даже, кстати, ситуация с Павлом Дуровым особо не повлияла на цену, то есть вот был слив после листинга, потом, когда еще суд шел над Павлом Дуровым, цена взлетела, тут какое-то время поторговался, сейчас немножко начинает снижаться. То есть, как бы на докс вообще цена, на то, что происходит с Павлом Дуровым, на докс вообще не влияет. Потому что там есть киты, которые откупают токены. Ну, это мое мнение, как я мыслю и думаю, что происходит с ценой докс. И докс, мне кажется, это тот токен, который ассоциируется с сопротивлением, с Free Pavel, со свободой слова. Поэтому докс может реально выстрелить нереально сильно за счет того, что он ассоциируется с свободой слова, с Павлом Дуровым, с хэштегом Free Pavel, с сопротивлением вот этого вот против заточения Павла, чтобы его высвободили. Поэтому докс может хорошо такие показать, хорошие результаты показать. Вот что я думаю по доксу. В принципе, это у нас 3 основных таких токена в экосистеме Тон, Ноткоин, Докс.
и я остаюсь достаточно буллиш по ним. Да, локально мы можем пролиться, будет локально больно, но на дистанции, на большой дистанции, я думаю, что мы будем расти. Даже несмотря на то, что там будет происходить с Павлом Дуровым, но я думаю, там все-таки ситуация как-то разрешится. Павел Дуров вообще вовсю идет в отказ, не хочет давать ключи шифрования, поэтому его там жестко прессуют. Но как минимум его уже выпустили из зала суда под залог. Я думаю, возможно, как-то можно будет там что-то порешать. Может быть, даже придется сотрудничать Телеграму с французскими властями, с европейскими. Но посмотрим, как эта ситуация решится. Опять же, по Павлу Дурову, я не думаю, что его прям... на 10 лет вряд ли его посадят на 10 лет, но могут там, как Сизи, допустим, посадить на несколько месяцев, плюс там заплатить какой-то большой штраф, плюс там заставить его сотрудничать как-то, я не знаю. Но Павел, конечно, красавчик, он идет вовсю в отказ, стоит на своем и держится достаточно мощно. Мы будем следить, и опять же буду о всем оповещать в своем телеграм-канале. Давайте вот свободу попугаем, свободу Павлу Дурову. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм, ссылка в описании, подписывайтесь на мой YouTube канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!